Добрый день, дорогие уважаемые наши гости. Мы очень рады встрече с вами на нашей гостеприимной, многонациональной бурятской земле. Ну и, конечно же, вдвойне рады с вами встретиться на территории нашей усадьбы, на территории этнопарка «Золотая Орда». Сюда мы делаем подношения. Во все четыре стороны. Куда бы вы что ни поехали, все у вас было хорошо. Так. Ну а сейчас проходите, пожалуйста, на нашу усадьбу. К себе. Вот. Да, отлично. Если мы хотим, чтобы все плохое, да, сгорело, осталось в костровом месте, все хорошее забираем с собой. Но сейчас, дорогие гости, я вас приглашаю вот в ту дальнюю голубую юрту. Право аккуратно голову. Следом девочки, также с правой ноги проходите, пожалуйста. Опа. Сембена. Сембена. Здравствуйте. Развивающаяся буза. Буза по форме напоминает юрту. При ее липке вверху обязательно должно оставаться отверстие. В идеале имеющее 33 защипа. За идеалом гнаться не будем. Мы с вами сегодня научимся отрабатывать технику лепки. Для этого берем фарш 70% говядина, 30% свинина, фарш рубленый с добавлением лука, чеснока, перца и соли. Можно комбинировать, конечно, и конину, и баранину, и свинину, говядину. Все берем заготовки теста в левую ручку. Бузы тоже Ну и буза вот эстетично не едятся получился. руками. Взяли бузочку, Вот, Валерия Викторовна, а вот сбоку мой, откусили кусочек короче, теста, выпивается вкуснейший буза. продукт, имеющийся внутри. Вот такие замечательные красивые бузы. Благодарю. вот какой хороший. Неплохо, для первого раза неплохо. Отлично. Ну и, дорогие гости, да, как я уже говорю, что юрта у нас гостевая, потому что переносная маленькая юрта наших предков была намного меньше, чем это даже. То есть, ну, на семью из трех человек, да, если с ними ребенок. То есть ее можно было быстренько разобрать, положить на телегу, увезти на летний пастбище, установить. Оба! И вот мы на Байкале. Сейчас на Хибусе будем перемещаться на Ольхон. А там дальше поглядим. Потом
Дальше там на Буханку. Да, садимся на Буханку, еще 40 минут. Со всех сторон идем. Вот, кстати, направо смотрите. Видите вот этот проем между материком и островом? Вот он слева Альхон, а вот этот пролив Альхонские ворота. А там уже, видите, вдалеке это Бурятия. Очень жаль. А вот слева, как раз я говорила, он рассказывал про Приморский хребет. Как это снег. Я уже Сочинар. Ну, как вы уже поняли, мы на Байкале. И не просто на Байкале, а на острове Ольхон. Добирались сюда не без приключений. Впрочем, как и всегда. Поезд задержался больше, чем на 2 часа, что заставило изрядно понервничать как нас, так и организаторов тура. Но все же все благополучно разрешилось, ко всеобщему удовольствию. По дороге из Иркутска заехали в этнокомплекс «Золотая Орда», где познакомились с бурятской культурой и кухней. А сейчас мы едем на легендарной Буханке, в столицу, не побоюсь этого слова, острова, поселок Хужир. Ну что сказать, неожиданно остров оказался очень большим. Нет, я, конечно же, знал, что протяженность острова около 70 километров. Но когда едешь от переправы до Хужира почти час, масштаб воспринимается иначе. И все еще только начинается. Айда с нами! Пошли прогуляться по Хужиру. Идем, прогуливаемся. Пошли на эту, как она там, скала Шаманка. Сейчас вот первый вечер здесь. Пойдем посмотрим, вам покажем. Да, интересно, снега почти нет. Песок кругом. Так, вот куда-то сюда повели нас. Короче, этому по берегу пойдем. Ну, пойдем посмотрим. Да, скоро закат с этой скалы Шаманка, или как это там называется. Будем наблюдать. Такие вот старинные резные ворота какие-то тут заброшенные. А, вон он там, храм, мимо него, похоже, где-то пойдем сейчас. Да, вон он, если видно. Ну да, должно быть видно, вон он храм. Все, пойдем дальше. Так, а вот выходим. Видимость Байкала. Там Амфиус. Ух, нифига себе, сколько там на берегу всего. Слева вон. Так вот выглядит. Там буханки, хивусы. Еще все заточено под туризм. Да. Ну, пойдем вон туда сейчас. Ну, а погодка морозненькая. Морозно сегодня. Ночью 36, говорят, было. Ну, сейчас, наверное, около 20. Может быть, чуть больше. Вот. Прохладненько. А вот трещина, которая торосами стоит. Вон она аж оттуда тянется. Вот сюда.
Так, едем на лед кататься на коньках. Выбрали коньки по размеру. 30 лет не стоял на коньках. Сейчас поедем, попробуем. За бортом с утра минус 26 было, днем вроде бы обещает потепление. Но на льду не факт, что будет тепло. Так что вперед. По дороге заскочили на смотровуху, фьюпоинт тут. Вон. Короче, вон поселок Кужин. Да, вон мы квартируем. Короче, вон Шаманка, Бурхан. Все. А это все Байкал замерзший. Вот. Еще приехали на лед байкальский. Тут скалы с этими сосулями. Наплески называется. Наплесковый лед. Когда колышется, замерзает, наплескивает. И вот они такие вот намерзают. А вон хивусы носятся. Вон, видно. Потом группа китайских товарищей ходит тоже туристики. Ну пойдем, поглядим, что тут у нас есть. Ладно, все, побежали дальше. Куда-то на нашу шуршали какую-то пещеру. Пойдем посмотрим. Ну, тут, короче, везде все можно смотреть. Тут все кругом. Эти, как наплески. Вот они. Вообще офигенно. Кругом скалы в этих сосулях. Да, но насколько популярно, можно вот оценить здесь, вот сколько
Приехали, не знаю, порядка, наверное, 20-30 буханок с группами туристов. Как наших российских, так и братского китайского народа. Вот такие ледяные органы. Даже под углом, смотри, каким стекали. Видать, ветром это закругляло. А вот он, байкальский лед. Прозрачный. Супер-пупер. Всех знает, сколько там до дна. Но как минимум сантиметров 40 точно глубина есть. Вон трещина. А это вот торос, короче. Вот и трещина. Наползает лед основной на прибрежный. И вон какой торос получается. И в эту сторону длинный тянется вообще вдоль берега. Вздыбленный торос вылезла. Ну вот толщина, смотри какая. Ну полметра точно есть. Даже больше. Ладно. Пойдем покатаемся на коньках еще. Ну вот, приехали кататься на коньках. Какой огромный каток-то, ёлы-палы, смотрите. Офигеть! Чистый лед. Сейчас здесь зажгем на коньках. Не знаю, 300 лет не стоял. Будем пробовать. Офигеть! Смотрите. Офигеть! Вон дно видно, камушки видно. Офигеть. Пузырики. Ольга Викторовна пошла на лед. Старая фигуристка. А потом мы наложим музыку. Молодец! Фигура выполнена. Тулуп не порви. Фига себе. Как ты? Молодец. 6-0. Катаемся на коньках. А лед дышит Байкал, как хрустит. Ну как хрустит? Гул. Как будто ворота гаражные. Бу-бу-бу-бу. Не знаю, на камеру слышно, нет, но он так периодически прям. Я сначала не понял, думал, что ж такое-то. А оказывается, это лед так. Сейчас подождем, может быть, ухнет.
О. Ой. О, слышно, нет? Вряд ли. О. Слышно сейчас? Ой, какой. Ласточка. Почти как я. В туалете принес вазу. Так, это За нами вон Мышбурхан, скала Шаманка. Сейчас пойдем посмотрим, вам покажем. Айда с нами. Нихао, братцы. Утро номер 2. Сегодня мы отправились на северную оконечность острова Мыс-Хабой. По дороге вот заехали еще на одну локацию. Остров Харанцы. Вот он, остров Харанцы. Сейчас пойдем погуляем здесь. Ну, что-нибудь снимем и покажем. Да, остров как камень огромный. Такой блином лежит. Все. Ну, сейчас мне тут рассказали, что вот здесь вот мелкая, участок мелкий Байкала. Летом, в принципе, почти вброд иногда можно будет переходить. Ну да, переходят они. Ну а сейчас лед по льду. Ну, кстати, сегодня, в принципе, в этом году сейчас вот запрещен выезд. Раньше ездили, а сейчас только пешком. Ну и ладно. Один из гротов байкальских. Ну какой... Так, зацепил сталагмит башкой. Сталактит, сталагмит. Похоже на Памукалли турецкая. Такие стена ледяная белая. Че, здорово. А здесь пороса, видать, трещина была, подвижка льда. Такие нагромождения наползало вот тут. Там он вздыблено.
Да, скала, утесы такие бородатые. Так, товарищи хуебины. А это к тому, сколько туристов едет одновременно на мыс Хобой вместе с нами. Смотрите, тут, ну не знаю, 2 десятка буханок точно. Плюс еще вот стоят. И там за мной. В основном китайские товарищи. Конкуренция тут достаточно жесткая. Изюбры дикие, не знаю, видно на камеру, маленько зумнул, вон они побежали. В горочку пошли. Стоят, смотрят. А вот мы уже и на крайней локации, куда ехали. Сейчас пойдем погуляем, посмотрим, потом обед. Ну а здесь, блин, оживленно. Прям вот, смотрите, сколько машин. Буханок тоже 15, наверное, приехало с китайскими товарищами. Ну и наши туристы тоже готовятся. Ладно, пошли погуляем, посмотрим. Идем на самую северную оконечность острова. Вот тут оборудована какая-то лестница. Наверное, туда же. А вот он и крайняя точка. Получается, вот эта вот скала. Клык называется. Сейчас мы туда дойдем. А вот он, Байкал. Ну, ветерок тут, надо сказать, колючий. Прям слезу вышибает. Так-то вроде утепленный, но в лицо щиплет, щеки, нос. Так что будете здесь в такое время, балаклаву не забывайте. Я вот не взял, теперь жалею. Так, а здесь у нас информационные стенды. Вон вижу площадочки, куда лепят свои наклеечки. Сейчас пойдем посмотрим, что тут у нас еще. Вот площадка смотровая. Итак, ребятки, вот он, мыс Хобой, Клык переводится с бурятского. Мы находимся на самой северной части острова Ольхон. Вот он выглядит вот таким образом. Сейчас вон там еще наверху есть столб, и у столба этого еще подснимем чуть-чуть. А пока вот, ну, да, вон тот столб за нами. Ну все, ребята, возвращаемся. Все закончилось. Кто-то шапку потерял. Лежит. Программа мы с тобой, в принципе, закончилась. Сейчас еще у нас там обед из ухи. Вернее, уха на обед из ухи будем. Вот. Ну и все. И потом обратно на базу. Пожалуй, программа нашего пребывания на Ольхоне на этом исчерпана. Завтра еще пробежимся в сувенирчики по магазинам и выдвигаемся уже в Иркутск, там домой. Ну пока вот тропиночка какая, которую мы сюда шли. О, она куда уходит. Оборудованная. Остановились еще на одной локации по дороге домой, оказывается. Называется мыс Шунте. Значит, какая-то легенда, связанная с тем, что бездетные пары, которые здесь переночуют, поставят юрту, у них появляются дети. Так что, ну, кто знает, может быть и правда. Как они это смотрят? Такого масштаба, так
Небольшая обзорочка базы, на которой мы квартировали. Вот ворота въездные. Значит, тут домики, в которых мы жили. Вон тот 4-й был наш. Вот. Здесь 7 домиков. Комфортабельных вполне. Там какая-то, похоже, общага. Ну, там общий душ. А здесь в домиках индивидуально все. Вот таким образом. Здесь административное здание, столовая. Кормили. Так, это хозяйский катер. Ну, основательно у них здесь. Основательно. Значит, несколько машин, буханок, микроавтобусы, Мерседес, еще какой-то. Это они экскурсии организовывают. Вот такой, короче, наш пункт дислокации был. Ну, а здесь, похоже, летнее кафе наверху. Какой-то ресторан. В сезон-то они, наверное, шуруют тут. Ого-го. Ну, мы туда не заходили. Вот этот наш домик. Не знаю, не пойду уже. Какие-то беседки, детские площадки маленькие. Короче, вполне себе. Очень даже. Надя, ты видишь, какой номер вон там у микрика? Кого? У микроавтобуса какой номер? Не вижу. Смотри, какой хороший рисунок. Вот новая переправа ледовая, которую недавно открыли через Байкал с Ольхона. Он туда за мыс уходит. Вот она. Нихао, ребята, еще не все. Мы в Иркутске. Короче, переночевали в гостинке. До поезда еще есть время. Там несколько часов. Решили прогуляться. Тут, ну, экспресс. Что увидим, посмотрим. Мы, на самом деле, первый раз в Иркутске. Поэтому особо не знаем. То есть вот на набережную Ангары. Сейчас пройдем по набережной. Вот она, Ангара. По набережной прогуляемся. Там еще где-то есть монумент Бабр. Символ Иркутска. Вот туда дойдем. Посмотрим. Я думаю, на этом у нас время закончится. Так что, Алга с нами. Вот она, незамерзающая Ангара. Уточки сидят. Да, погода сегодня чудесная. Сейчас где-то, судя по Гисметео, в районе минус 18-19. Днем обещают потепление до минус 7. Как оказалось, в Иркутске имеется целый пешеходный туристический трек. Зеленая линия. Разметка на асфальте, а также информационные стенды ведут через самые живописные и значимые места города. Можно двигаться даже без карты. Протяженность маршрута 5,5 километров от бульвара Гагарина до Крестовоздвиженской церкви. Жаль, что у нас нет времени для полноценного знакомства с треком. Но что успеем, то успеем уж. Вот так выглядит прям с берега Ангара. Тут спустились. Так, по той стороне составы идут, вокзал. С той стороны нам туда надо будет перебраться потом. Вот по этой лесенке мы спустились. Сейчас пойдем дальше. Бюст Юрия Алексеевича Гагарина установлен здесь. Но неспроста. Это, оказывается, бульвар Гагарина называется. Вот сейчас я вот так на стенде почитал, сориентировался. Так что идем по бульвару Гагарина. Здесь вороны. А здесь пристань. В летнее время остановка прогулок на катерах и пароходах с этого места. На срочный договор, потому что это неисправно. Вот она. Сюда перечаливает, похоже. И осуществляет
прогулки. А здесь мы вышли к площади, где памятник Александру Третьему, царю-государю российскому. Мощный монумент такой. Стоит, не знаю, метров 10, наверное, в высоту. Громадный. Так, а здесь вот остров, мостик туда, вон уток сколько в полынье в этой, интересно. Вот тот самый бабр, скульптура, символ Иркутска. Ладно, это потом почитаю, чуть-чуть расскажу про легенду его. Бабр — это тигр с соболем в зубах. Иркутский бабр – пожалуй, самый известный геральдический казус нашей страны. Бабрами сибиряки называли крупных хищных кошек, прежде всего амурских тигров. Сюжет с тигром, поймавшим соболя, появился в середине 17 века. Символизировал он распространенный в Сибири соболиный промысел. 5 июля 1878 года царь Александр II одновременно утверждал 46 гербов территории Российской империи. Среди них и герб Иркутска. А неизвестный чиновник в описании герба исправил «А» на «О» и получился бобр, несущий в зубах соболя. Ну а местные художники нашли компромисс. Тигру дорисовали хвост и перепончатые лапы. Так появился бабр официально. Сейчас загадочная зверушка считается фишкой Иркутска. Пройдемся по улочке пешеходной. А вот и знаменитый иркутский 130-й квартал. Сегодня это не только туристическая достопримечательность, но и центр городской жизни. Здесь проводятся концерты, фестивали, ярмарки и другие культурные мероприятия. 130-й квартал является примером успешной реставрации и сохранения исторических зданий для всей России. Реставрация этого квартала стала важным этапом в сохранении исторического наследия города, благодаря чему удалось сохранить уникальный архитектурный ансамбль и создать новое пространство для горожан и туристов. В этом районе можно увидеть не только современные арт-объекты, но и сохраненные исторические здания, которые напоминают о богатой истории Иркутска. 8 домов были настоящими памятниками архитектуры, спасенными от разрушения. Остальные – стилизация и новоделы, но грамотно вписанные в культурный и исторический контекст. Здесь множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно попробовать национальную кухню и приобрести сувениры. Памятник конструкторам Николаю Хамову, Михаилу Милю. Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ульянову Ленину. Улица Карла Маркса пересекается с улицей Ленина. Вот там Байкальский университет. Фотосъемка запрещена.
Управление Восточно-Сибирской железной дороги. Какое монументальное здание красивое. Иркутский академический драматический театр имени М.П. Охлопкова. Красивое здание. 1894-1897 года постройки. Красивое здание исторического музея. Эх, жалко, нет времени посетить, сходить. Ладно, будем надеяться, еще будет возможность. Храм во имя Архангела Михаила, Харлампиевский, город Иркутск. Харлампиевская церковь Иркутска. Один из старейших иркутских храмов. Памятник церковного зодчества. В народе часто называли морским. И это не случайно. С самого его основания в истории храма переплетались судьбы мореплавателей и далекие экспедиции. Инициатива построить на этом месте деревянную церковь принадлежала купцу и путешественнику Емельяну Югову. Он был известен своими экспедициями в Берингово море и пушным промыслом. Основная часть средств на возведение церкви была им же и пожертвована. А в 1777 году был заложен фундамент каменной церкви на средства уже другого купца, Василия Балакшина. Он вел активную торговлю с Китаем. Но и Балакшин был связан с морскими путешествиями. Совместно с другими иркутскими купцами он снарядил судно, которое плавало к Алеутским островам. Именно в Харлампиевском храме благословляли моряков, уходящих в морские экспедиции по дальнейшему освоению Сибири и русского севера. А среди прихожан церкви был знаменитый мореплаватель Григорий Шелихов, благодаря которому основались первые поселения в Северной Америке. 5 марта 1904 года в Харлампиевском храме венчался со своей невестой Софьей Амировой молодой лейтенант флота Александр Колчак, возвращавшийся из полярной экспедиции. После революции храм становится общежитием для студентов университета. Позже здесь располагались библиотека, административные помещения и мастерские. В 1995 году церковь объявлена памятником культуры федерального значения, а спустя 3 года здание храма было возвращено Иркутской епархии. И только в 2009 году в храме возобновились богослужения. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь же точно все. Что успели, экспрессом промчались, посмотрели быстренько. Не так много времени, жаль, было. А сейчас идем, забираем багаж, вызываем такси, едем на вокзал. И 2 дня дороги до дома. Ну, теперь же точно. Пока-пока.